Здравствуйте, друзья! Последнее путешествие Александра Македонского. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Михаил Дионов. Правитель Великой Империи умер, но его тело нужно сохранить для потомков. Так решили полководцы Александра Македонского. После этого покойника ждала целая серия посмертных приключений. Путь на родину, заговор, похищение, путешествие в Египет и превращение в один из государственных символов царя Птолемея. В жаркий летний день 11 июня 323 года до нашей эры умер Александр Великий, завоеватель Азии, полководец, не побежденный ни в одной битве, человек, провозглашенный сыном бога Амона. Тело правителя Великой Империи еще лежало в Вавилонском дворце, а сподвижники Александра уже начали смертельную борьбу за власть. Мертвый царь был в этой борьбе одним из важных орудий. Александра набальзамировали, ведь ему предстояло последнее большое путешествие в Македонию, где он должен был найти вечный покой в гробницах предков. Умирая, Александр отдал свой перстень, служивший государственной печатью, Пердикке, телохранителю и командиру македонской кавалерии. Именно он стал регентом империи, что, разумеется, пришлось не по нраву большей части македонских полководцев, уже присмотревших себе лакомые куски распадающейся державы. Пердикка изо всех сил пытался сохранить государство Александра, чтобы затем вручить его наследнику македонской династии, новорожденному Александру-младшему. Сам Александр желал быть похороненным в египетском оазисе Сива, где находился храм Амона, которого царь, уверовавший в собственную божественность, под конец жизни считал своим настоящим отцом. Но на последнюю волю мертвеца всем было плевать. Торжественная церемония погребения в Эге, древней столице македонских царей, должна была стать символом государственной стабильности, знаком законности передачи власти. Александра, лежащего в золотом саркофаге, сопровождал Аридей, один из его полководцев, отправившийся в путь вместе с внушительным военным отрядом. Кортеж организовали с невиданной пышностью. Всему миру предстояло узреть могущество Македонской империи. Они приготовили для тела гроб подходящего размера, изготовленный из кованого золота, писал Диодор Сицилийский. Затем построили крытую повозку, которая должна была вести его. В верхней части повозки был установлен золотой свод, 8 локтей в ширину и 12 в длину, покрытый россыпью драгоценных камней. Но тут вмешался другой полководец Александра, Птолемей. Не только талантливый военачальник, но и известный хитрец и интриган. Он выпросил себе, пожалуй, самое богатое владение империи – Египет, и обосновался там с далеко идущей целью – рано или поздно стать независимым правителем. Но чтобы сделать свою власть священной, Птолемею потребовался символ. На эту роль отлично подходил мертвый царь. Птолемей вступил в сговор с Аридеем и двинулся навстречу ему в Сирию. Там Птолемей похищает тело Александра. Близ Дамаска внушительный отряд египетской армии перехватил саркофаг и увез его сначала в Мемфис, в храм Серапион, а затем, как только построили роскошную царскую гробницу, в Александрию, новую столицу державы. Хотя первоначально Птолемей объявил, что всего лишь выполняет волю покойного монарха, который хотел быть похоронен в храме своего отца Амона, в далекий оазис тело завоевателя так и не отправили. Действительно, зачем увозить тело Александра Великого, наследником которого в Египте стал Птолемей, в какую-то отдаленную область на самой границе с Ливией? Нет, создатель империи должен был лежать в столице, освящая власть новых македонских правителей этой страны. Чтобы декларации звучали внушительнее, в Египте установили божественный культ Александра, сына Амона, и для порядка назначили жрецов, отвечающих за религиозные церемонии. Важность нового культа подтверждало назначение жрецом Менелая, брата самого Птолемея. Птолемей, первый правитель эллинистического Египта, родился в семье, не отличавшейся знатностью. Известно имя отца – Лага, но его род никогда не входил в число великих македонских фамилий.
Десятилетия спустя, когда Птолемей уже давно стал царем Египта, некий мудрец отпустил язвительную шутку, ответив на заковыристый вопрос Птолемея. Узнать это проще, чем выяснить, кто был отцом Лага. Власть нового правителя Египта основывалась лишь на том, что ему повезло оказаться одним из ближайших сподвижников Александра Великого. Поэтому потребность узаконить право на трон была одной из важнейших на протяжении всего времени правления Птолемея I. Пердикка, контролировавший столицу империи Вавилон и большую часть армии Александра, затаил на Птолемея зло и решил отомстить. Птолемей же не терял времени и вступил в союз с врагами Пердикки – Антигоном, Антипатром и Кратером. Весной 321 года до нашей эры Пердикка собрал большое войско и решил разделаться с главным противником, отправившись в поход на Египет. Он собирался низложить Птолемея, вернуть себе контроль над богатой провинцией и забрать тело своего мертвого повелителя. Однако армия Пердикки так и не смогла переправиться через Нил. Среди солдат начался мятеж, возможно организованный на деньги Птолемея, в ходе которого Пердикку зарезали в собственном шатре. После этого телу создателя империи уже ничего не угрожало. В 305 году, после череды тяжелых войн между наследниками Александра Великого, Птолемей принял царский титул и провозгласил себя независимым правителем Египта. Единой Македонской империи пришел конец. В официальных египетских хрониках появились исправления. Теперь считалось, что началом царствования Птолемея был 323 год, когда он прибыл в Египет в качестве наместника. Птолемей стал законным правителем и прямым наследником Александра Македонского. Мумия великого полководца, лежавшая в Александрийской гробнице, молчаливо подтверждала эти права. Главная достопримечательность Александрии. Александрия, один из самых величественных и роскошных городов античности, была построена архитектором Динократом Родосским по приказу Александра Великого. Город возводился по единому замыслу, имел геометрически правильную планировку и представлял собой типичный греческий полис, как по волшебству перенесенный на берега Нила. Целый квартал в Александрии был отведен для царя, сначала Александра, а затем Птолемея и его наследников. Там же находилась гробница основателя империи, ставшая одной из главных достопримечательностей города. Частью мемориального комплекса был храм божественного Александра. В гробнице столетиями бережно сохранялся саркофаг. Обычно он стоял закрытым, но для самых почетных гостей его открывали, что тело величайшего завоевателя пребывает в целости и сохранности. Римские правители Помпей, Юлий Цезарь и Октавиан Август с благоговением посещали гробницу, чтобы оказать Александру посмертные почести. Римский историк Светоний так описывает визит в Александрию Августа. В это же время он осмотрел тело великого Александра, гроб которого велел вынести из святилища. В знак преклонения он возложил на него золотой венец и усыпал тело цветами. А на вопрос, не угодно ли ему взглянуть и на усыпальницу Птолемеев, он ответил, что хотел видеть царя, а не мертвецов. Сплетники рассказывали, что, рассматривая тело Александра, Октавиан неловким движением отломил нос у мумии. Тщеславный Калигула, тоже считавший себя живым богом, забрал из саркофага доспех Александра Великого и носил его на торжественных церемониях. Последним знатным посетителем гробницы стал император Септимий Каракалла. Что произошло с гробницей и саркофагом в смутное третье столетие римской истории, никому не известно. С тех пор поиски усыпальницы Александра не прекращаются. Некоторые историки полагают, что гробница вместе с царским кварталом опустилась на дно Средиземного моря. Другие считают, что в катакомбах, расположенных глубоко под Александрийской мечетью пророка Даниила, сохраняется укромная комната, где все еще стоит золотой гроб повелителя половины мира. Некоторые историки полагают, что саркофаг выкрали и закопали где-то на окраинах города. Затем в Египет хлынули арабы и на месте мавзолея воздвигли мечеть. На этом следы захоронения полностью утрачиваются. Мусульмане много веков не пускали никого в Александрию. Сегодня существует множество версий о гробнице Александра Македонского. Персидская легенда начала века гласит, что Александр так и остался в землях Вавилона.
Македонская утверждает, что тело доставили в древнюю столицу Эгей, где Александр появился на свет. В 20 веке археологи бесчисленное количество раз были близки к разгадке тайны последнего пристанища Александра. Его искали в подземельях Александрии, в оазисе Сиви, в древнем городе Амфиполе, но пока что все тщетно. Впрочем, ученые не сдаются. В конце концов, игра стоит свеч. По одной из версий, его похоронили в саркофаге из чистого золота, вместе с многочисленными трофеями из Азии и рукописями из легендарной Александрийской библиотеки. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – Михаил Диунов. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.